Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень интересный десерт – баварский грушевый торт с миндалем. У этого торта довольно необычная структура. 3 тонких марципановых коржа с запеченными миндальными лепестками, нежно-грушевая имбирная начинка и воздушный сливочно-грушевый крем. А сверху минимум декора, потому что этот торт относится к категории голых. Красивые слои должны оставаться открытыми. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. А сейчас давайте готовить. Начнем с марципановых коржей. Для начала подготовим форму диаметром 26 см. Дно застилаем пергаментной бумагой. Бока формы я ничем не смазываю. Для одного коржа нам понадобится 70-80 граммов достаточно мягкого марципана комнатной температуры. Если готового марципана у вас нет, то его можно легко приготовить самостоятельно из миндальной муки и сахарного сиропа. Марципан нарезаем небольшими кубиками. Чем мельче будут кусочки, тем проще потом соединять марципан с яичной массой. Нарезанный марципан пока отставляем в сторону. И берем 20 граммов сливочного масла, которое нам необходимо растопить. Его мы тоже пока отставляем в сторону, чтобы оно немного остыло. Теперь берем 2 яйца, у меня категория S1, и разбиваем их в миску. Сюда же добавляем 20 граммов сахара. И с помощью миксера взбиваем яйца на протяжении 1-2 минут. Здесь нам не нужно взбивать яйца до состояния пышного бисквита. Достаточно, чтобы масса немного увеличилась в объеме, стала светлее и превратилась в легкую пену. Теперь берем нарезанный марципан и начинаем его постепенно добавлять в яичную массу, не прекращая ее при этом взбивать. Благодаря тому, что марципан нарезан небольшими кусочками, он легко объединяется с яичной массой, что позволяет без лишних проблем добиться однородности содержимого этой миски. Взбиваем яйца с марципаном до тех пор, пока масса не станет светлой, кремообразной и достаточно плотной. Как вы видите, следы от стекающей массы остаются на поверхности на протяжении нескольких секунд. Теперь через сито всыпаем в яично-марципановую массу 25 граммов муки и 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Дальше уже не взбиваем, а аккуратно перемешиваем тесто с помощью лопатки или обычного венчика, стараясь по максимуму сохранить его воздушность. Следующий ингредиент – растопленное сливочное масло. Вливаем его осторожно, желательно по стенке миски, а затем также аккуратно вмешиваем масло в тесто. Готовое тесто переливаем в подготовленную ранее форму и помогаем ему лопаткой распределиться по дну более или менее равномерным слоем. И последний штрих – это 15-20 граммов миндальных лепестков, которыми нужно сверху посыпать тесто в форме. Ставим форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 14 минут. Достаем корж из духовки и оставляем остывать. Как вы видите, благодаря тому, что миндальные лепестки запекаются непосредственно на поверхности каждого коржа, сверху у нас получается красивый миндальный слой, который сам по себе будет служить украшением торта. А теперь повторяем весь этот процесс еще 2 раза. То есть каждый из 3 коржей выпекается отдельно. Это может показаться немного хлопотным, но именно так мы получаем 3 тонких коржа одинаковой толщины с красиво запеченными сверху миндальными лепестками. И еще один момент, который я очень рекомендую не пропускать, если позволяет время. После того, как коржи полностью остынут, заверните их в пищевую пленку и уберите в холодильник примерно на сутки. За это время коржи становятся более стабильными и, на мой взгляд, приобретают более приятную текстуру и вкус. Теперь займемся первой начинкой – грушево-имбирной. Для нее нам понадобится 400 мл грушевого сока, который нужно перелить в сотейник. Затем берем 70-80 граммов имбиря. Имбирь нужно очистить. Удобнее всего это делать с помощью обычной чайной ложки. Потом имбирь необходимо нарезать небольшим кубиком. Как вы видите, имбиря довольно много, но пугаться этого количества не стоит, он не останется в начинке целиком, нам нужен только его вкус и аромат. Нарезанный имбирь добавляем в грушевый сок и ставим сотейник на огонь. Нам нужно довести сок до кипения. После этого снимаем сотейник с огня и оставляем сок настаиваться минимум на 10 минут.
А пока сок настаивается, займемся грушей, которой нам понадобится 250-300 граммов. В первую очередь очищаем грушу от кожуры и удаляем сердцевину. А затем нарезаем ее небольшим кубиком. После очистки и нарезки у вас должно остаться примерно 200-220 граммов подготовленной груши. Теперь возвращаемся к соку. Сначала процеживаем его через сито, чтобы удалить весь имбирь. Процеженный сок возвращаем обратно в сотейник. Потом берем 30 граммов крахмала, который можно заменить порошком для приготовления пудинга. Добавляем в крахмал несколько ложек сока из сотейника и тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Получившуюся крахмальную смесь выливаем обратно в сотейник с грушевым соком. Ставим сотейник на огонь и при постоянном помешивании доводим сок до кипения и загустения. Как только масса загустела, провариваем ее буквально 30 секунд и снимаем с огня. И сразу же выливаем горячую грушевую массу на подготовленные кубики груши, а затем очень хорошо все перемешиваем. В результате у нас должна получиться достаточно густая грушево-имбирная начинка, в которой хорошо ощущаются кусочки свежей груши. Теперь накрываем емкость пищевой пленкой в контакт с начинкой, чтобы на ней не образовалась плотная корочка, и оставляем начинку до полного остывания. А пока займемся второй сливочно-грушевой начинкой. Для нее нам понадобится 250-300 граммов груши, которую также нужно очистить и разрезать пополам или дольками, если плоды крупные. Выкладываем грушу в форму для запекания или на противень. Теперь нам понадобится 1 столовая ложка коричневого сахара, которым нужно обильно обсыпать каждый ломтик груши. И 1-2 столовые ложки лимонного сока, которым нужно сбрызнуть эти же ломтики груши. Лимон здесь нужен не только для вкуса. Он добавляет груше приятную кислинку, которая будет очень кстати в достаточно нежном сливочном креме. Ставим грушу в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем до мягкости. Пока груши запекаются, подготовим остальные ингредиенты. 4 грамма желатина замачиваем в 20 граммах холодной воды и оставляем набухать. Также нам нужно подготовить 50 граммов белого кувертюра. Сразу скажу, что если кувертюра нет, то можно смело использовать обычный белый шоколад. Кувертюр или шоколад просто мелко рубим. Когда груши станут мягкими, перекладываем их в подходящую емкость и пробиваем погружным блендером до состояния однородного пюре. В итоге у вас должно получиться примерно 200-220 граммов грушевого пюре. Сотейник с грушевым пюре ставим на огонь и доводим до кипения. Горячее грушевое пюре сразу выливаем на подготовленный белый кувертюр и начинаем перемешивать. Под воздействием тепла шоколад будет постепенно таять и масса станет однородной. Когда шоколад полностью растворится, добавляем в грушево-шоколадную массу набухший желатин. Важно, чтобы эта масса была еще горячей, чтобы желатин хорошо в ней растворялся. После того, как желатин полностью растворился, пробиваем получившуюся массу погружным блендером до однородности. А затем добавляем сюда же 140 мл сливок с жирностью не менее 30%. И 140 граммов маскарпоне. Если маскарпоне нет, то в принципе его можно заменить любым сливочным сыром или даже отвешенной сметаной, но вкус у крема будет немного другой. И снова пробиваем будущий сливочно-грушевый крем погружным блендером до получения гладкой однородной массы. На этом этапе крем еще достаточно жидкий, и это нормально. Накрываем его крышкой или пищевой пленкой и убираем в холодильник как минимум на 12 часов. Это очень важный момент, поскольку в дальнейшем мы этот крем будем еще взбивать, и он должен быть очень холодным. Когда все наши заготовки готовы и хорошо охлаждены, можно переходить к сборке торта. Сначала подготовим коржи. Я рекомендую аккуратно обрезать их края. Это не обязательный этап, но после обрезки торт будет выглядеть гораздо аккуратнее, что особенно важно для голых тортов, к которым относится и этот десерт. Выкладываем первый корж на подложку или блюдо подходящего размера.
Вокруг этого коржа устанавливаем кулинарное кольцо. Если у вас есть ацетатная пленка, рекомендую дополнительно проложить ею внутренние стенки кольца. Это значительно упростит извлечение готового торта и поможет сохранить аккуратные ровные края. На подготовленном таким образом корж выкладываем всю грушево-имбирную начинку, которая, как вы видите, стала более плотной, но осталась достаточно пластичной. Распределяем ее более или менее равномерным слоем по всей поверхности марципанового коржа. Сверху кладем второй корж и слегка его прижимаем, чтобы грушево-имбирная начинка уплотнилась. Теперь пришло время для сливочно-грушевого крема. Достаем его из холодильника. Как вы видите, он уже хорошо охладился, уплотнился и стабилизировался. Но нам нужно, чтобы он стал воздушным. Поэтому взбиваем его миксером на протяжении 4-5 минут до тех пор, пока масса не станет пышной и воздушной. Полностью готовый сливочно-грушевый крем выкладываем на второй корж и также распределяем его более или менее равномерным слоем по всей его поверхности. Сверху укладываем последний, третий корж. Здесь особенно важно положить его правильной стороной. Миндальные лепестки должны оказаться сверху. Слегка прижимаем корж, и на этом основная работа закончена. Убираем торт в холодильник как минимум на ночь. Но если есть возможность, я советую дать ему постоять сутки. За это время коржи пропитаются начинками, крем окончательно стабилизируется, а все вкусы соединятся. Кстати, небольшую часть сливочно-грушевого крема я рекомендую оставить. Он пригодится нам для украшения готового торта. Перед подачей достаем торт из холодильника и снимаем формовочное кольцо. Если использовали ацетатную пленку, аккуратно снимаем и ее. И украшаем торт по своему усмотрению. Я использовала для украшения груши, предварительно проваренные в сиропе с вином и начиненные оставленным ранее сливочно-грушевым кремом, а также свежую мяту и немного все того же сливочно-грушевого крема. Но, как я уже говорила, можно вообще отказаться от дополнительных элементов декора. Этот голый торт красив сам по себе. И еще один практический момент. Если вы будете украшать торт грушами, обязательно хорошо обсушите их от лишнего сиропа, поскольку дополнительная жидкость этим коржам не нужна. Они и так получаются очень сочными и насыщенными. Ну а теперь самое интересное – разрезаем. Посмотрите, какие здесь получились слои. Тонкие марципановые коржи с миндальными лепестками, между ними грушево-имбирная начинка с кусочками груши и нежный сливочно-грушевый крем. Мне нравится, что этот торт получается не приторно-сладким. Марципан и белый шоколад дают сладость, но груша и лимон добавляют свежесть, а имбирь – легкую пряную нотку. И при этом каждый слой здесь имеет свою текстуру. Марципановый корж получается мягким и ароматным, миндальные лепестки дают легкий хруст, в первой начинке остаются хрустящие кусочки груши, а сливочно-грушевая прослойка получается очень нежной и воздушной. Торт довольно трудоемкий, я этого скрывать не буду, но если вы любите необычные сочетания и хотите приготовить не просто красивый, а действительно интересный десерт, обязательно попробуйте этот баварский грушевый торт с миндалем. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!